Всем привет, мои любимые фанаты великолепного века! С вами Кира Котова, и сегодня поговорим о том, как же менялась наша любимая Мехримах, а точнее взрослела и старела. Хотелось бы вам напомнить про плейлист Мехримах Султан. Переходите по подсказке выше или по ссылке в описании к данному видео. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх и нажимать на колокольчик, с нами будет еще интереснее. Мы видим в сериале, а речь пойдет именно о нем, как появилась на свет наша малышка. Хюррем не сильно обрадовалась ее появлению, но Валиде Султан объяснила Хюррем, что дочь – это ее счастье и опора, так как только она будет с ней всегда. Мальчики – это прямые наследники трона, и им придется расстаться с Хюррем. Сердце матери дрогнуло, и она всем сердцем полюбила малышку. Тут мы видим, как девочка уже бегает и обожает своего папу Султана. Он часто пытается проводить время вместе. Дочка растет, и со временем она уже чаще начинает всем напоминать, что она дочь Хюррем Султан. Девочка такая же хитрая и изворотливая. В сердце юной красавицы рвается Балибей. Уже в 13 лет она всем сердцем любит этого отважного воина, но, к сожалению, ее любовь не становится взаимной. Более подробнее вы можете ознакомиться по подсказке выше или по ссылке в описании к данному видео. Хюррем переживает за эту связь и видит, что отношения между Балибеем и Мехримах не ведет к развитию. Хюррем решается поговорить напрямую с мужчиной. В конечном итоге в 14 лет девушка окончательно опускает руки и решает выйти замуж за Рустема Пашу по просьбе ее матери. В 17 лет Мехримах выходит замуж за Рустема. В сериале показывают, как девушка страдает, и ее сердце полностью занято Балибеем. Но если смотреть по истории, то она любила Рустема. Мехримах не принимает Рустема, но он грозится себя убить, если она не будет благосклонна к нему. Мехримах смягчилась, и в 19 лет у нее родилась первая дочь Хюмашах. Когда султанша стала сама матерью, она поняла, что значит бояться за своих детей. Хюррем ее сильно поддерживала и все время была рядом. Отношения у дочери и матери наладились. В 22 года у Мехримах умирает ее старший брат Мехмед. Девушка тяжело переживает этот период в ее жизни. Она поддерживала мать и пыталась защитить ее от всех нападок со стороны родни султана Сулеймана. В 31 год Мехримах узнает, что ее брата Мустафу казнили. Султанша не понимала, что, помогая Хюррем, она подталкивала своего брата к казни. В 36 лет Мехримах прощается со своей матерью Хюррем. Также она узнает, что она беременна. Отношения между братьями накаляются. Что бы ни делала султанша, братья не перестают воевать. В 39 лет Мехримах теряет мужа. В сериале его убивают, хотя непонятно, зачем сделали такую страшную смерть, если по истории он умер от водянки. В 43 года Мехримах делает большой шаг вместе к Нурбану Султан. Она как бы отомстила за мать. Она купила и подготовила наложницу Софие, которая была ее глазами и ушами. Но Нурбану надеялась избавиться от нее, но не тут-то было, девушка уже была беременная. В 44 года Мехримах потеряла отца. Всю оставшуюся жизнь она правила в гареме у Селима II. Если вам интересна жизнь и смерть султанши, то переходите по подсказке выше или по ссылке в описании к данному видео. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно делитесь в комментариях, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, с нами будет еще интереснее. Я Мехримах, госпожа Луны и Солнца Мехримах, частичка души Хюррем Султан. Весь мир когда-нибудь увидит самую прекрасную из правительниц. Самые ценные сокровища, все вообразимые богатства у моих ног. Пью из хрустальных чаш. Все женщины завидуют моей жизни, а мужчины готовы отдать жизнь за один мой взгляд. Однако никто не знает правды. Все, что они видят, иллюзия. День ото дня я вяну. Я чувствую, что вокруг меня нарастает катастрофа. Я одна в гуще страшной войны. Люди теряют жизни.
В моем сердце разразилась самая мощная из бурь, а я не могу вымолвить ни слова. Как и у всех женщин, сердце мое полно тайн. Все тайны ждут лишь одного дня, когда о них узнают. Но иногда единственная тайна меняет все истины и русло, по которому течет жизнь. Хранители начала составлять каталог сокровищ турецких султанов. Один из хранителей нашел выцветший документ. Очевидно, это карта. Можно узнать побережье Бразилии. Но карта необычная. Это одна из первых карт, на которых Америка показана так детально. Дата — 1513 год. Это странно, потому что в 1513 году ни один арабский мореплаватель не заплывал с Западной Африки. Как же появилась эта карта? И как оказалась во дворце Топкапы? Это музейные тайны. Контроль над Босфором подарил Османской империи монополию на торговлю с Индией и Китаем, в том числе на уникальные товары. Османская империя разбогатела на монопольной торговле пряностями. Но европейцы не хотели платить заоблачные суммы турецким купцам. Они начали искать западный путь на восток, и Колумб отправился в путь. Они понимали, что их монополия находится под угрозой. Он поручил адмиралу Перри-Риису выяснить, что же открыл Колумб. Будучи адмиралом, Перри-Риис мог приказать задержать любой корабль, чтобы осмотреть его карты и допросить команду. По сообщениям моряков, Перри-Риис нарисовал карту американских берегов. Перри-Риис не мог закончить карту, не узнав открытия Колумба. Перри-Риис допрашивал раба-испанца, который несколько раз плавал с Колумбом. Перри-Риис дорисовал побережье. Сведения побывавшего в Новом Свете человека дополнили картину. Когда Перри-Риис подал карту султану, правитель удивился открытию новых земель и обрадовался, что, судя по береговой линии, путь в Азию еще не был найден. Благодаря адмиралу султан узнал о Новом Свете, не покидая дворца.